Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный и устойчивый йогуртовый крем. Наверное, самый низкокалорийный крем, который есть вообще в моем арсенале. Йогуртовый стабильный крем, который состоит всего лишь из 2 ингредиентов, без дополнительного добавления сахара, без сливок, без масла, без сыров. И все покажу и расскажу в данном видео. Крем прекрасно держит форму. Крем подходит для украшения, для наполнения тортов, пирожных и капкейков. Крем получается очень рельефный, глянцевый. И использовать, как я уже сказала, буду в приготовлении данного крема всего лишь 2 ингредиента. Итак, здесь у меня 18 грамм желатина. Я добавляю туда 3-4 вот таких чайных ложки йогурта. Йогурт у меня обычный, клубничный, 3,5% жирности. Дала набухнуть всей массе примерно 10 минут. И отправляю сейчас все это в микроволновку. Импульсами разогревала 30 секунд по 10 секунд. То есть каждый импульс у меня был 10 секунд. И в общей сложности 30 секунд разогревалось. Ничего не свернется, если вы правильно все будете после каждого импульса перемешиваем. Здесь 400 грамм йогурта. Вот этого 3,5% жирности. Из них же, из этих 400 грамм, я брала йогурт на разведение желатина. И йогурт, который 400 грамм, комнатной температуры, взбиваю сейчас примерно 5 минут. Вот так масса выглядит после 5 минут взбивания. То есть она не держит форму. Слегка так она увеличилась немного в объеме. И я ставлю ее сейчас в холодильник примерно на 15 минут. Можете на 20 минут убрать. Больше не нужно. Она такая колышется, но это нормально. Ставлю в холодильник на 15 минут. Прошло 15 минут. Масса стала вот такой неподвижной. То есть даже если я переворачиваю эту емкость, она не движется. Сейчас я ее просто вот так расшевелю, минуту повзбиваю венчиками. Вот такая она будет. И сейчас пробью также минуту обычным блендером. Здесь очень важна технология именно приготовления этого крема. Если все будете делать по технологии, все у вас получится. Вот так выглядит она после пробивания блендером. И сейчас я ее перетру через сито, потому что как бы мы ни старались, все равно мелкие кусочки желатина в любом йогуртовом креме всегда будут присутствовать. Перетираю сейчас через сито, это тоже займет буквально 1 минуту. Это сделать необходимо, потому что в любом йогуртовом креме будут впоследствии вот эти мелкие частички желатина. Поэтому мы и брали сразу 18 грамм желатина, а не 15, потому что вот эти 3 грамма, они так и останутся вот в этих кусочках, которые мы просто удалим потом. И добавляю сейчас в эту массу по 50 грамм, 300 грамм холодного теперь уже йогурта, именно из холодильника. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Почему сразу нельзя было всю массу в 700 грамм йогурта взбить с желатином, потом поставить в холодильник и сделать это гораздо быстрее? Да? Нельзя, потому что я уже пробовала это делать. Крем получается пористым, неоднородным, с такими разрывами, и очень он некрасивый, не глянцевый получается. А когда делаем именно вот таким способом, крем получится очень глянцевым, красивым и однородным. 300 грамм холодного йогурта я взбивала примерно по полминуты по 50 грамм. Я добавляла к этой массе, к желатиновой. И вот такой глянцевый, красивый крем в итоге у нас получится, который прекрасно держит форму. Сладость этого крема зависит именно от сладости вашего йогурта. И перед тем, как наполнять этим кремом кондитерский мешок, нужно его еще раз пробить венчиками. Вот это очень важный момент, что я сейчас и сделала. Перекладываем теперь все это в кондитерский мешок.
И буду уже показывать, как он отсаживается из кондитерской насадки. Этот крем также можно слегка подсластить сахаром или сахарозаменителем по вашему вкусу. Здесь, в принципе, достаточно сладости от йогурта. Все зависит от сладости вашего йогурта. Для приготовления данного крема питьевой йогурт я использовать не советую. Лучше всего взять вот такой средней жирности йогурт. Здесь я использовала 3,5% и 5% йогурт, но без включения вот самих ягод. То есть он однородный такой, потому что из насадки потом просто очень тяжело это все будет отсаживать. Вот так он слегка сейчас подрагивает. Ставлю его сейчас на 15 минут в холодильник и покажу потом сейчас результат, что будет после этого. Крем очень вкусный получается, потому что желатин дает вот эту воздушность при взбивании массе. И вот так он шикарно просто отсаживается из насадки из кондитерской. Я не советую из этого крема отсаживать такие высокие какие-то конструкции, потому что в конечном итоге они у вас будут подвижными, как вот это сейчас я вам покажу. То есть высоковато для данного крема, потому что он тяжелый достаточно. И вот такие более плоские конструкции, как вот эти первые, они держатся просто идеально. Вот такой йогурт я использовала. Видите, он однородный. То есть он вот такой консистенции и 5% жирности в нем. Я не знаю, видно вам, не видно, но вот такой консистенции йогурт я использовала. Видите, он как колышется, вот этот верхний. Но если поставим сейчас в холодильник, все это движение прекратится. Вот достала я из холодильника эту подложку. Видите, уже ничего не колышется. Все держится прекрасно. На вкус можно кушать просто как отдельный десерт. Ощущение как такого йогуртового зефира, как будто кушаешь. Очень вкусно. Видите, переворачиваю подложку. Крем остается неподвижным, то есть смело можно отсаживать на капкейки. Даже если я переворачиваю вообще вверх ногами эту подложку, он не падает с подложки. То есть я очень рекомендую приготовить этот крем. Видите, беру вот так в руки. Сахарной пудрой я не советую его сразу посыпать, потому что она растает. То есть в зефир его превращать я не советую. Крем очень и очень бюджетный. Может сравниться по бюджетности, наверное, только с белково-заварным кремом. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.